Привет, дорогие ARMY, особенно те из вас, кто всегда рядом с Ким Тэ-хёном, и в смехе, и в слезах. Сегодня мы говорим не просто об айдоле, а о человеке с разбитым сердцем. Давайте пройдем через эту бурю вместе. Что заставило Ким Тэ-хёна, мировую икону и одного из самых влиятельных участников бойс-бенда в истории, не сдержать слез на внутреннем собрании компании? Почему Чингук, главный вокалист BTS, известный своей сдержанностью и редкими проявлениями эмоций на публике, вдруг выглядел сломленным до такой степени, что миллионы фанатов начали паниковать? Может ли это быть признаком серьезных перемен в динамике группы BTS, или за этим стоит нечто еще более шокирующее, скрытое от глаз публики? Именно такие вопросы начали заполнять сети в пятницу вечером, когда появились сообщения от анонимного источника, близкого к HYBE. Согласно утечке, на внутреннем собрании лейбла прозвучало заявление руководства, которое довело Тэ-хёна до слез прямо перед сотрудниками и несколькими участниками группы. Ситуация усугубилась эмоциональной реакцией Чингука, что сделало атмосферу на встрече напряженной и почти неуправляемой. Это вызвало волну тревоги, гнева и спекуляций среди ARMY по всему миру. По предварительным данным, обсуждалась новая стратегическая политика, напрямую касающаяся будущего участников BTS после окончания их военной службы. Однако некоторые источники предполагают, что речь шла о перераспределении приоритетов между групповыми и сольными проектами, включая возможные ограничения индивидуальной деятельности или даже отмену крупных проектов, над которыми Тэ-хён и Чингук работали в течение месяцев. Очевидцы утверждают, что Тэ-хён не просто был эмоционален, он прекратил говорить и покинул комнату на несколько минут, чтобы успокоиться. Несколько старших сотрудников пытались его поддержать. Тем временем Чингук сидел в молчании, с глазами, полными слез, и не произнес ни слова до конца встречи. Один из сотрудников описал его состояние как «крайнее эмоциональное потрясение». Внимание фанатов сразу переключилось на публикацию Тэ-хёна в Инстаграм накануне, загадочную фразу «Иногда приходится принимать то, чего мы не понимаем». Теперь эта фраза активно обсуждается как сигнал разочарования по поводу решения HYBE. Международные фан-базы начали кампанию за прозрачность и ясность ситуации, приостанавливая промо-активность в знак солидарности с Тэ-хёном и Чингуком. В то время как HYBE отмалчивалась, один из старших редакторов, знакомый ситуацией, заявил, что обсуждаемая на встрече тема — отсрочка камбэка BTS, чтобы сосредоточиться на групповом продвижении, а не на сольной активности. Это может означать отмену сольного альбома Тэ-хёна и тура Чингука по Европе и Южной Америке. Если это правда, понятно, почему Тэ-хён известный своей глубокой привязанностью к личным проектам. И Чингук, находящийся на пике международного успеха, отреагировали так болезненно. Эти события поднимают вопросы о балансе между творческой свободой артистов и корпоративными интересами. HYBE позднее выпустила заявление, в котором отрицала наличие внутренних конфликтов и заверила, что все решения принимались совместно. Однако фанаты указали на несоответствие между официальным тоном и эмоциональным состоянием артистов в утекших видео. Сейчас все внимание приковано к следующему шагу. А протестуют ли Тэ-хён и Чингук ограничения и выберут более независимый путь? Это будет нелегко, учитывая, что контракт с HYBE еще действует, но опыт других айдолов показывает, все возможно. Поздно вечером 26 июля, KST, фанаты заметили, что из официального расписания HYBE бесшумно исчез один из пунктов, связанный с промо-соло Тэ-хёна. Скриншоты исчезнувшей информации моментально заполнили форумы Теку и Пеннати. Это не просто слухи, это поворотный момент в истории BTS. Не успели ARMY перевести дыхание, как в сети всплыл еще один тревожный сигнал. Из внутренних документов, просочившихся в интернет, стало ясно, обсуждается также возможная передача некоторых креативных решений от самих участников в руки исполнительного продюсера. Такой шаг, по мнению аналитиков индустрии, может сильно повлиять на свободу самовыражения каждого из участников. Наблюдатели уверены, HYBE оказалась перед выбором – сохранить целостность бренда BTS или отпустить артистов на путь индивидуального роста. И похоже, пока что лейбл склоняется ко второму, но ценой внутренней стабильности.
Социальные сети полны тревожных размышлений. Если даже Тэхён, обычно способный сохранять самообладание в любых ситуациях, не смог сдержать эмоций, что же происходит за закрытыми дверями? И вот теперь миллионы фанатов по всему миру, не спавшие ночь, задаются одним вопросом: что будет дальше?